Пасху вознес хвалу Аллаху и перешел на брань. Последнее предупреждение Трампа. Удар России по Израилю. Как Москва помогает режиму? Озвучены конкретные факты. США вошли в Иран. Перестрелка и потеря техники. Первые подробности высадки американского спецназа на территории врага. Морская битва развернулась в Новом море. Одно судно поражено, другое пошло ко дну. Черная неделя не только для авиации агрессора. Появилось сообщение о гибели третьего генерала. Угроза национальной безопасности. Венгерские силовики на ушах. Все пошло по худшему сценарию. Россия теряет регион. В Кремле этого не замечают. Первые снимки и первые поломки. Выполнима ли миссия дотерпеть до Луны? Об этих и других событиях к утру понедельника, 6 апреля. Все, что действительно важно сегодня. Новости Нехта. Украина, Россия, Беларусь и мир. Раньше других. Дональд Трамп опубликовал очередную угрозу в отношении иранского режима. В этот раз президент США использовал даже нецензурную лексику. Во вторник в Иране совпадут день электростанции и день моста. Ничего подобного не будет. Откройте пролив, вы сумасшедшие ублюдки, или вы будете жить в аду. Сами увидите. Слава Аллаху. Ну вот такой пост на Пасху. Делитесь впечатлениями. Как вам лексика? Россия помогает Ирану бить по Израилю. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью Associated Press. Россия передала Ирану спутниковые разведданные об энергосистеме Израиля. Всего около 50-53 объектов. Они помогают Ирану наносить удары. Речь идет о гражданской инфраструктуре без какого-либо военного назначения. Сценарий знакомый, по словам Зеленского. Это напоминает жизнь украинцев во время обстрелов со стороны России. Президент Украины заявил, что Кремль делится с союзником всем опытом, накопленным за последние годы войны с Украиной. Стали известны первые детали наземной спецоперации США в Иране. По данным CBS, Пентагон использовал не только авиацию, но и высадил спецназ в глубине враждебной страны, чтобы вытащить сбитого летчика. Пилот 2 суток скрывался от иранских военных и добровольных сторонников режима, который объявил награду за поимку американца. По словам источника телеканала Аль-Джазира, не обошлось без перестрелки, причем это произошло при свете дня. По данным Times, в операции участвовали сотни военнослужащих и десятки американских боевых самолетов и вертолетов. Reuters уточняет, что американские беспилотники Reaper наносили удары по иранским поисковым группам, которые приближались к пилоту. По данным CBS, 2 вертолета, которые использовались в операции по спасению, не смогли покинуть место высадки, поэтому американцы сами уничтожили их на месте. У режима своя версия. В Центральном штабе Корпуса стражей Исламской революции заявляют об очередном провале Пентагона. Так называемая спасательная операция армии США закончилась полным провалом из-за своевременного прибытия вооруженных сил Исламской Республики Иран. Причем количество уничтоженной или якобы уничтоженной вражеской техники в отчетах иранского Коношенкова растет с каждым днем. 2 военных самолета С-130 и 2 вертолета Black Hawk армии США были уничтожены в результате исполнения обещания и помощи Всевышнего Бога, а также священного гнева солдат ислама и могущественных вооруженных сил. Это действие усугубило череду неудач армии США. Правда, если эта операция была провалом, где же пилот? Новый удар по российскому флоту, в этот раз в акватории Азовского моря. И речь не о танкере с нефтью. Об инциденте сообщил так называемый губернатор оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо. В акватории Азовского моря потерпело крушение судна типа «Волга-Балт», следовавшее с грузом пшеницы. Экипаж покинул борт и смог добраться до берега Херсонской области. На берегу обнаружены 9 членов экипажа, все граждане РФ.
2 члена экипажа спастись не смогли. Позже появились детали. Судно, по информации источников ТАСС, могло быть поражено беспилотником примерно в 500 километрах от Керчи. Это уже не единичный инцидент. Накануне в акватории Таганрогского залива Азовского моря был поврежден другой сухогруз. По официальной версии, на него упали обломки беспилотника. По данным МЭШ, это был зерновоз Black Sea Star под флагом Либерии. Дрон попал в трюм, после чего начался пожар. Пострадал моряк из Шри-Ланки. Виктор Орбан объявил экстренное заседание Совета нацбезопасности. Повод – попытка диверсии. Но не в Венгрии, а в Сербии. Об этом лучшему другу Путина в Европе доложил еще один союзник Кремля Александр Вучич. По словам президента Сербии, в нескольких сотнях километров от газопровода «Балканский поток» были обнаружены взрывные устройства в 2 рюкзаках. У нас есть и другие улики, расследование продолжается. Я только что разговаривал с Виктором Орбаном и сообщил ему об этом, потому что если бы газопровод там был поврежден, у Венгрии не было бы газа, и у нас в Северной Сербии тоже. Названный участок является частью магистрали «Турецкий поток», чей маршрут проходит по дну Черного моря из России в Турцию, а затем по суше через Болгарию и Сербию в Венгрию. Мы распорядились усилить военный надзор и охрану венгерского участка трубопровода. Соратник Орбана Петер Сиярто не стал дожидаться расследования и сразу назначил виновных. Знаете, в последние несколько дней и недель украинцы организовали против нас нефтяную блокаду, а затем попытались установить тотальную энергетическую блокаду. Интересно, что о таком сценарии давно знали в Кремле. Еще в феврале Владимир Путин обвинил в намерении подорвать турецкий поток Украину. Вот такое совпадение за неделю до выборов в Венгрии. Или не совсем совпадение, как думаете? Третье сообщение о гибели генерала, воевавшего на стороне России за неделю. Речь идет о предателе Украины, бывшем начальнике одного из департаментов СБУ Владимире Ляпкине. В годы правления Януковича этот офицер занимался прослушкой и слежкой, невидимой частью работы спецслужбы. В 2013 году получил звание генерал-майора. Во время Майдана участвовал в разгоне протестов. Потом Ляпкин сбежал и перешел на сторону врага. Воевал в отряде Барс-33. О его гибели сообщил другой коллаборант Олег Царев. Теперь факт гибели подтвердили журналисты «Медиазоны». На днях стало известно о гибели генерала Александра Отрощенкова в аварии транспортного самолета в Крыму, а французские СМИ написали о ликвидации генерала ГРУ Андрея Аверьянова. Пока Путин бомбит Украину, его собственная страна рушится. В Дагестане больше недели продолжается наводнение. Теперь дошла очередь до многоэтажек. В Махачкале такое здание обвалилось прямо на глазах. Только после этого начали эвакуировать жителей соседних домов. Стихия накрыла не только Махачкалу, но и еще ряд городов. Улицы ушли под воду, люди передвигаются на лодках, машины затонули, тысячи жителей остались без света и воды. Но масштаб катастрофы не только из-за дождей. В сетях говорят о том, что годами разворовывались деньги на ливневки и водоотведение. В итоге система не выдержала, и сейчас под воду уходит целый регион. Бедствие в республике длится уже более недели, но высокие руководители из Москвы не только не удосужились приехать на место, но даже выступить с обращением. Как во времена Сталина и Мао, чистки в Китае продолжаются. Как пишет Bloomberg, Си Цзиньпин запустил расследование уже против члена Политбюро Ма Синьчжуя. Формулировка стандартная и расплывчатая: серьезные нарушения закона. Но в Китае это практически приговор. Товарищ Ма не случайная фигура. Он считался перспективным политиком. Начинал карьеру в аэрокосмической отрасли, потом руководил Синьцзяном. Там он прослыл чуть ли не либералом. На своем посту он немного смягчил жесткую политику своего предшественника, связанную с системой лагерей, вызвавших международную критику. Теперь Ма – очередной высокопоставленный чиновник, попавший под удар за текущий срок Си. До этого тотальная чистка затронула военных. Под предлогом борьбы с коррупцией идет зачистка партийной элиты и усиление личной власти. Си методично убирает потенциальных конкурентов.
Борьба с иранским режимом теперь идет на территории США. По данным Reuters, власти задержали родственников одного из знаковых лидеров Исламской Республики. Речь идет о племяннице и внучатой племяннице генерала Сулеймани, ликвидированного по приказу Трампа еще в первый его президентский срок. Женщинам аннулировали грин-карты по решению администрации Белого дома. Сейчас обе находятся под стражей в миграционной службе. В Госдепе заявили, что как минимум одна из задержанных поддерживала иранские власти и участвовала в пропаганде. Экипаж миссии Артемис-2 шлет первые снимки Луны, многие из которых уникальны и позволили разглядеть то, что никогда раньше не удавалось. Стало известно и о первых неисправностях. Как пишет CNN, на борту капсулы Orion Spacecraft произошла поломка туалета. Причина звучит почти абсурдно. В трубе, вероятно, замерзли отходы жизнедеятельности экипажа. Центр управления решил починить это просто. Развернули капсулу к Солнцу, чтобы все оттаяло. Сработало не сразу. Некоторое время туалет разрешали использовать только в самых экстренных случаях, остальное в пакеты. Причем это уже вторая поломка. Первый сбой произошел еще в день запуска на Земле и был связан тоже с туалетом, но тогда проблема была в недостаточном количестве воды. Почему в США заговорили об ухудшении здоровья Трампа? Кто заявил о выходе американцев из войны? Что заставило назначенца Путина написать правду? Как известный предприниматель ударил по имиджу Кремля? И что стало причиной для раздора в рядах республиканцев? Об этом мы рассказывали в прошлом выпуске. Посмотрите, если еще не видели. Увидимся уже вечером.